Приветствую всех. Программа «Деньги от Апостола» успешно работает более 8 месяцев. Я плачу деньги за информацию, которая поможет нам приблизить нашу победу. Я хочу, чтобы мне написали русские военные, рядовые офицеры, старшие офицеры, кадровые, мобики, бывшие заключенные. Мне, по сути, все равно, с кем иметь дело. Меня интересует информация как оперативного уровня, так и тактического уровня. Куда вы бежите в атаку, сколько вас человек и так далее и тому подобное. Где находятся ваши склады, где находятся еще различные всякие военные темы. Там БК, техника. Также интересует информация от спецслужб. В частности, если у вас на связи находятся наши предатели, военные, независимо от их уровня, начиная от рядовых и заканчивая там, бригадными генералами, напишите мне, вас ждет приятная сумма денег, если информация подтвердится после проверки. За предателей из рядов вооруженных сил я плачу 5 миллионов рублей. За предателей из СБУ я плачу 10 миллионов рублей. За предателей из других наших силовых структур, таких как ГУР, я плачу 15 плюс миллионов рублей. Пишите мне, я всем отвечу. Не верьте каким-то ботам. Раз, у меня нету ботов. Два, я никогда не пишу первый без договоренности. Три. Если вы сотрудник какой-то госкорпорации, имеете какое-то отношение к высоким технологиям, тоже пишите мне. Контакты по традиции. WhatsApp в приоритете, Telegram и Telegram-канал, на котором новости моего проекта. Сейчас все узнаете. Так. Ты своим глупым поступком столько страданий принес. Меня зовут Владимир, журналист. Вчера уже мы с вами предварительно побеседовали, определили, что о политике мы говорить не будем, я не против. Абсолютно верно. Да. Ну, о жизни мы поговорим. Без проблем. Представьтесь, как зовут вас, фамилия, имя, отчество, дата рождения. Это секретная информация. Вам она не нужна, так что вот так вот. Я сам этнический армянин, но крайние 24 года проживаю на территории РФ, в частности в городе Москва и Королев. Москва. Ну да, Москва и Королев. Это разные города, Москва и Королев? Да, конечно. Королев – это ближайший к Москве. Ага, вы проживаете именно там? На данный момент, да, проживал. Понял. Ну, на данный момент вы проживаете в лагере для военнопленных, если я ничего не перепутал. Вы ничего не перепутали. Да, значит, что мы нашли? Нашли мы вашу жену, да. Где мы ее нашли? В Королеве, скорее всего. Не-не-не. Мы в Телеграме. В Телеграме. Вчера искали, да, через знакомых. Угу. Да, точно. Сейчас мы ей напишем, что будем звонить. Как вы вообще сюда попали, в Украину? На Украину? Да. Вернее, в Украину. Ну, смотрите, я для получения российского гражданства, там личные проблемы были связаны с переездом в Армению, а так как я являюсь гражданином Украины с 1997 года, а загранпаспорт... Не сильно понял, что значит украинец с 90... Я в 1997 году получил украинское гражданство. Так. Потому что, грубо говоря, рос на две семьи, да, меня воспитывал дедушка. Угу. Дедушка жил в Затоке, это Одесская область. Так. И я на две семьи туда-сюда как бы ездил. И а вторая семья? Это родители мои, они в Армении были. Ага. Папа с мамой. Вы жили с дедушкой в Украине, в Затоке? Так. Папа с мамой в Армении? Да. Понял. Я старший внук, и дедушка меня как бы на воспитание взял. И получается, 16 лет мне исполнилось в Затоке. Подал документы тогда, с дедушкой, естественно, подали документы на получение гражданства. В итоге я с 1997 года по сей день являюсь гражданином Украины. Очень интересно. Очень. Уже интересно. Да. В итоге, то есть я сейчас женат, официально вторым браком. Так. И с супругой решили уехать в Армению. Вы женаты в России? Так точно. Вы женаты в России. Да. Почему вы вообще поехали в Россию жить, если у вас украинский паспорт? Смотрите, в 1997 году дедушка заболел раком. Так. Мы уехали с ним в Армению. Так. Он там, к сожалению, скончался. 63 года ему был, молодой мужчина.
Я там заканчивал школу. Вот. У меня в Сибири, Западной Сибири, дядя проживал. Это сколько вам лет было? Это мне было 18 лет. Я просто был период, когда с русской в армянскую школу ходил. Вот, и меня на год младше посадили, я армянский язык не знал. Вот, и в итоге я в 7 лет пошел в школу, плюс еще год минус. То есть я 2 года теряю. Получается, в 18 лет я заканчиваю школу. Да, у меня на территории Западной Сибири, в городе Прокопьевск, проживал дядя в этот период. Родители решили, что я поеду туда учиться, на поступать. Соответственно, я поехал туда, поступил на юридический факультет, проучился 1,5 года. Так. Ну, как бы это мне стало неинтересно, скажем так. И я вернулся, ну, оттуда я поехал в город Армавир. Армавир. Да, Краснодарский край, там у меня мамина родня проживает, как бы. Вот, поехал туда, где-то, ну, примерно ориентировочно 3-4 месяца прожил там, потом оттуда уехал в Сибирь, вернее, на север, прошу прощения. На север, в частности, в Коми. Так. Вот. 8 месяцев пробыл там, а оттуда уже поехал в Москву. К этому моменту у меня мама была уже в Москве. Вот. Ну, родной дядя в Москве был, мама. Вот решили они перебраться как бы тоже в Россию. Вот. И я приехал к ним. И вот так вот остался. Так, понятно. Теперь ближе к военным действиям, боевым действиям. Да. Как вы на войну попали? Ну, на войну попал, я говорю, в части для получения гражданства РФ. Так как мы с супругой решили уехать с территории России в Армению, что, ну, уже взрослые, как бы, решили, что надо... Супруга армянка у вас? Она метисская, наполовину дагестанка, наполовину армянка. Почему вы решили уехать из России в Армению? Ну, уже возраст, как бы... Нет, благодарю вас, попозже. Вот. Возраст решили на пенсию, грубо говоря, уже. То есть в Армению, на родину тянет. Вот. И плюс после событий 2020 года, вот, скажу честно, я избегаю политические темы, но это скорее не политическая тема, это скорее моя армяно-патриотическая тема, наболевшая. Да. То есть, после событий 2020 года, если называть вещи своими именами, то самый ближайший союзник Армению кинул. И у меня после этого, скажем, очень сильно поменялись... Я не понял, самая ближайшая Армения что? Ну, самый ближайший союзник Армении... Союзник. Да, это Россия. Была. До 2020 года. Потому что, во-первых, это... СНГ, Союз независимых, Содружество независимых государств. Это вот эта вот организация, которая, ОДКБ. ОТКБ. Так. Вот. Это 300 лет дипломатических отношений, где Армения ни разу не кинула Россию. Ни разу не было такого. Было дело. И помимо ОТКБ между Арменией и Россией также существует отдельный договор. Отдельно. Так. О взаимопомощи в военной сфере. Так. Ну, а что в 2020 году изменилось? А в 2020 году, смотрите, произошла война в Нагорном Карабахе. Да? Ну, по сути, это война Азербайджана с Арменией. То есть Нагорный Карабах это... Ну, верно. Ну. Вот. И наши союзники по ОТКБ, мягко говоря, повели себя очень некорректно. Ну, скажем так, вот смотрите, один из наших союзников по ОТКБ – это Белоруссия. То есть, представьте, вот мы с вами друзья, да, вот, мы договорились защищать друг друга и все такое, вот я на улице с кем-то дерусь, и вы с этим человеком договариваетесь, что будете про меня все рассказывать. То бишь Украина, вернее Белоруссия подписала с Азербайджаном договор о обмене разведданными. Неплохо. То есть, вот, идем дальше. То есть по поводу 2020 года со стороны ОТКБ даже не была дана правовая оценка действиям Азербайджана. Но если сказать, опять же, на уличном жаргоне, меня бьют, а вы даже не открываете окно, крикнуть: пацаны, что вы делаете? Хотя мы с вами как бы договорились защищать друг друга. И после этого мои предпочтения, я не знаю, или как это назвать, приоритеты в жизни поменялись.
И мы с Это как раз таки называется политические взгляды, наверное, да? Скорее всего. Или ориентация. Вот. Я бы не сказал бы, что у меня как бы политические взгляды были другие, потом поменялись. Скажем так, переоценка жизненных ценностей. Я понял, может что быть. да, Может быть. если я к Армении до этого относился, да, родина, тут после войны я захотел именно, во-первых, я почувствовал себя виноватым, что меня не было там в 2020 году. Из-за, опять же, документов и все такое. Во-вторых, я захотел, что все-таки загладить свою вину 2020 года и быть там, и помочь чем-то своей стране, своему народу. Внести свой вклад, хоть какой-то, да, то есть будь то экономический в плане там бизнеса, налогов, да, будь то военный. Это на этом основывается ваше решение и вашей жены переехать Абсолютно в Армению. Верно. Жить. Абсолютно верно. Так. А в России вы чем занимались? В России я занимался элитным ремонтом. Ремонтом? Да. Что вы делали? Ой, начиная от дизайн-проектов, разработки дизайн-проектов, заканчивая именно ремонтом под ключ. То есть объект под ключ просто. Заходишь. Вы бригадир или кто? Я, смотрите, у меня было очень много этапов. Я и, вот знаете, торговый центр «Авиапарк», он в Европе считается самый большой, в Москве. То есть у меня был период, где там корпус оби был мой, у меня там 300 с лишним человек работало. То есть я и бригадиром был. Вот таким крупным. Понял, ладно. И сам работал. На это, слушайте, неплохая работа, неплохой доход, скорее всего. Ну, не жаловался, скажем так. И что, вы со своими вот этими вот возможностями, доходами, всем остальным, вы не могли просто выехать в Армению? Нет. Почему? Просто не выйдешь, повторяю, загранпаспорт. Так. Он просрочен. Без Обновить вы его можете продлить только в Украине, я правильно только в посольстве Украины. Так. А так как началась война, к сожалению, уже все. Ну, вы имеете в виду, посольство не работало уже с 2014 года? Нет, посольство не работало, вот, как война началась. Но до этого тоже... Вы имеете в виду, война, она в 2014 году началась, еще с Нет, Крыма? я имею в виду... Вы имеете в виду полномасштабное вторжение уже по всем направлениям, да, с 22 года закрылось посольство. А вы же говорите, вроде как в 2020 году приняли решение. Решение принял, но пока вот собираешься вещи, вот дела заканчиваешь, это же тоже непросто. Ты 20 с лишним лет живешь в одном месте. За 2 дня это все не делается, сами понимаете. Я просто уточнил. То есть там надо деньги отправлять, ремонт дома делать, вот это все там достраивать, все подготовить, чтобы поехать. Что же за один день не делается это все? Так, и вам нужно отказаться от украинского гражданства, получить гражданство РФ, сделать загранпаспорт и выехать таким образом в Армению. Абсолютно верно. Сложноватая схема. Но Нет, ладно. схема, смотрите, сначала как было. Я прихожу в армянское посольство для начала. Да. Я говорю, товарищи, работающие в армянском посольстве, я являюсь этническим гражданином, ну, этническим армянином, родился в Армении, вот мой как бы свидетельство о рождении мое, да. Говорят, увы, молодой человек, мы вам помочь ничем не можем, потому что вы не были гражданином Армении. Вот я говорю, хорошо, давайте я им стану. Подам документы для получения. Говорят, окей, ваши документы. Я подаю им внутренний паспорт Украины. Они говорят, на территории третьих стран этот паспорт, любой паспорт внутренний на территории третьих стран, он недействителен. Нужен загранпаспорт. Вот это, в принципе, несложно уточнить. Можете позвонить даже в армянское посольство в Киеве. Вот. В итоге... Я бился очень долго, я вам больше скажу. У меня знакомые даже в МИД Армении в этот же день звонили, пока я в посольстве бился. Говорят, к сожалению, никак. Проходит еще где-то полгода, даже чуть больше. Вот. Понимаю, что все, уже не могу. Вот я не знаю, как это назвать. Я прихожу подавать документы в российский паспортный стол. Мне говорят, без проблем, но через военкомат. Вот. Ну, через военкомат, так через военкомат. Минимальный контракт год. Вот. Я так прикинул, что год как-то продержусь, что-то там, я не знаю. Хотя у меня было такое понимание, что я приеду, вот, допустим, на территорию воинской части, меня протестируют, да, но не буду ложно скромным, как бы понимая, что все-таки интеллект позволяет где-то с бумажками возиться. Честно говоря, вот у меня вот такая мысль была, что какая война в 44 года, то есть, да, вот. И, во-первых, это не моя война, мягко говоря,
скажем так, она меня никак не касается никоим боком. Вот. Я имею в виду с морально-этической стороны, а не со стороны юридической. С юридической стороны это моя война, потому что я гражданин Украины. Да, только вы не на той немножко стороне в таком случае. Абсолютно верно, поэтому и будут судить как предателя Родины. 15 лет, от 12 до 15 мне грозит. Вот. В итоге... У вас уже, по вам уже начато? Конечно, я сюда жду уже. Я с адвокатом. И вас будут судить именно как гражданина Украины, потому что у вас осталось гражданство Украины по сей день. Абсолютно верно. И я, знаете, скажу честно, сначала у меня было такое легкое недопонимание, а потом я так сел, подумал, оказывается, я заслуживаю на самом деле. Заслуживаю? Я заслуживаю этого. Ну... Просто я понимаю, звучит немножко так парадоксально, вот, от человека, который может 15 лет посидеть, да, скажем так, выйду в лучшем случае в 60. Но с другой стороны, я так скажу, за неумные решения, мягко говоря, надо платить. Понятно, понятно. Только у меня вот один такой вопрос, он прям напрашивается. Вы же могли, у вас там было какое-то имущество, вы это все спокойненько продаете, деньги ложите в банк, в какой-то международный банк, да? Дальше. Выезжаете в любую страну. В какую? Давайте возьмем, в какую вообще вы можете выехать, кроме Беларуси. Ни в какую, без загранпаспорта. Только на территорию Украины. Просто у меня тут были случаи, когда... Можно было взятки, матки, вот это все делать. Теперь дальше вот немножко дополнение. Я не хотел как бы тему эту. Меня вторая супруга лишила родительских прав. Я хотел вернуть ей вот этот момент тоже. Родительские права хотели вернуть? Да, а для этого надо судиться. А без документов ничего не сделаешь. Это уже расставляет какие-то точки над «и» ситуации, логику, да, потому что, да, пойти отвоевать, закрыть контракт, получить гражданство, отсудить родительские права, и только после этого, может быть, уехать в Армению. Не может быть, а это уже, потому что вещи уже отправили. Все вещи отправлены в Армению, а их было очень много. Тут зрозуміло. Дальше. Нет, давайте пока, прежде чем мы перейдем к непосредственно боевым действиям, о них мы кратко поговорим. Не было никаких особо боевых действий. Ну, вы вчера рассказывали, я просто все не помню, но какие-то же все-таки были, как-то вы в плен попали. У меня интересный вопрос. К этническому армянину, который, я так понимаю, как я понял вчера, интересовался историей. Как так случилось, что армяне стали пророссийскими, и, как вы сейчас говорили, вот в самом начале, что вступили в один такой союз с россиянами, да, заключили вот эти все договора, и я так понимаю, что и настроение у армян в Армении тоже пророссийские, или я ошибаюсь? Вы ошибаетесь. Хорошо, давайте тогда с первого вопроса. Как армяне стали пророссийскими, если это правда? Ну, смотрите, по поводу, как армяне стали пророссийскими. То есть был Советский Союз. Я не хочу сейчас сдаваться еще дальше, там глубоко исторически. Нет, почему? Я же знаю, все знают эту историю о том, что россияне спасли, якобы, спасли армян от турков, от османов. Ни одна империя никого не спасала еще. Ни одна империя, любая империя спасает в первую очередь свои интересы. Подождите, ну а как же этот миф о том, что вот османы прям резали армян, пришли россияне и защитили? Давайте вот все точки над «и». То, что резали, это не миф. Это международно доказанный факт. Верно. Вот. И резали, кстати, для справедливости ради, надо признать, что не только армян, резали греков, ассирийцев, езитов. Вот. И, соответственно, армян. Просто армян больше вырезали. Ну, понятно. Вот. На территории Армении было больше армян, это логично. Да, и помимо, тут парадокс в чем заключается? Резали-то подданных Османской империи. Потому что армяне, которые были оккупированы вот османами на своей территории, они автоматически являются гражданами Османской империи. То есть это то же самое, что сейчас... А какой период прожила Армения под османами примерно? Примерно около 1000 с копейками лет. Около 1000 с копейками лет? Ну да. Я могу ошибаться. Ну давайте вот от 850 до 1000. Там много. Но это, наверное, не именно под османами. Нет, ну там разные периоды были. Просто вопрос в чем?
мы никогда не... Вопрос у меня, собственно, в том, насколько вы успели ассимилироваться с турками. Нисколько, мы не ассимилируемся никогда. Мы принимаем местную культуру, если она христианская. Если она ислам, я кроме против ислама ничего абсолютно не имею, но как бы основа армянина, да, скажем так, наш главный алгоритм, основа – это религия. Это христианство, из-за которого мы всегда страдали. 1299-1922. Это исчерпывающий период существования Османской империи. Это сколько получается лет тогда? Ну, это получается, что не могли вы больше 700 лет. Ну, значит, вот так. Могу ошибаться, да. И в итоге получается, вот армяне, я даже вас больше скажу, в янычары не брали грузин и армян. Мальчиков вот этих, которых брали налог крови, да, потому что свою христианскую идентичность мы, грузины, никогда не забываем, мы не ассимилируемся. То есть мы поэтому считались неблагонадежными. Вот так вот. Да, вот христианство для нас основа основ. То есть дальше этого для нас ничего нету. Понял. Где здесь роль России? Вот, смотрите, значит, по сути, нигде. Ну, это же не могло родиться просто Поймите, так, взять и родиться. чтобы родился миф, достаточно 3 поколения. То есть 3 поколения, если ты воспитываешь по учебникам, которые тебе нужны, дальше все уже, это становится аксиомой, в это верят, и от этого никуда не деться. На чем основывается миф? Ну, скажем, вот смотрите, резали армян, да, давайте по логике вещей. Почему до 15 года там их не резали? До 1915? Да. Не знаю. Вот, соответственно, смотрите, то есть если смотришь, создатель современного тюркского словаря, турецкого, даже не тюркского, турецкого, и все, армянин. Да ладно, как зовут его? Я не помню, вот это можно посмотреть. Будут гуглить, хорошо. Главный поставщик оружия дворца султана, как бы двора, армяне. Главные архитекторы армяне. То есть они занимали довольно-таки хорошее привилегированное положение. Я слышал даже о том, что многие турки, которые думают, что они турки, на самом деле армяне. Потому что я говорю, Турция. Это сейчас. Турция единственная страна в мире, насколько я знаю, где генетическая экспертиза на определение национальной идентичности официально запрещена. Не могу ни подтвердить, не опровергнуть, не знаю, первый раз слышу такое. То есть официально запрещена генетическая экспертиза для того, чтобы не показать, что турки на самом деле армяне многие? Не то, что армяне, многие. Многие. Абсолютно верно. Ну, а знаете, что я еще слышал? Что в Турции турки не используют в еде, это мне армянин, кстати говоря, рассказывал, кинзу. Кинза в Армении считается одной из основных ингредиентов, скажем. Ингредиентов там в салатах, во всех в еде. Ну, да. А турки почему-то не... Но это я опять-таки тоже не знаю. Не знаю. Ладно. Ну, короче, между турками и армянами атмосфера напряженная. Это я понимаю. Это известно. Скажем так, пока гора Арарат не будет на территории Армении, вот мы даже геноцид забудем. Признание, чтобы они признали. Вот они скажут, вот ваша гора, да, вот, у нас 3 святыни. Наш язык алфавит, религия и гора Арарат. Вот они ее отдают, мы все им прощаем. Артур, да? Так. Артур, ну, я не хочу вас разочаровывать, но в последнее время тенденции не в пользу Армении. Я знаю. Как со стороны Турции, так и со стороны Азербайджана. И все-таки, где там появляется Россия? Каким образом она входит на эту арену? 1915 год, 1915 год. Что происходит? Происходит следующее. Опять же, в моем понимании, я могу, как бы, естественно, я человек, ошибаться в своих аналитических моментах. Происходит следующее. То есть идет Первая мировая война. Вот. Турция союзник, соответственно, Германии, Россия союзник Антанты. Вот. Соответственно, вот представьте, у вас дома есть люди, такие довольно-таки мощные, сильные, обладающие определенной силой. Вот. И грех вашим противникам, если эти люди вам не лояльны, не воспользуются этими людьми. То бишь, в Турции есть сила в лице армян, которые очень много могут, что финансово, что в политическом плане, что как бы другие рычаги влияния, потому что они во всех сферах были. Вот. И плюс Турция начинает поражение, как бы испытывать некие поражения в войне, да. Вот. Соответственно,
опять же, мое мнение, царская охранка или разведка, как хотите называйте, не могла не воспользоваться армянами, которые вот жили на территории Турции. И они тоже начали внутри как бы требовать независимость. Наши армяне, да, как бы независимость, свободу, больше прав. До этого проблем не было? До этого проблем не было. Может, и были там мелкие стычки какие-то, да, то есть, но именно таких глобальных проблем, как резня 1,5 миллиона армян, таких проблем не было. Но мелкие стычки везде бывают. Абсолютно интересно. верно. Да, то есть не было ни взаимной какой-то ненависти. Ну, скажем так, может, она и была, но, понимаете как, в любом случае, если мою землю захватили, у меня будет желание, как бы, да, но мне давали... Да, но такой длительный период... Это... Да, мне давали возможность работать, дышать, развиваться. Угу. Да, возможно, я там не достигал каких-то политических высот, но я был стабильным средним классом. Который плотно... И я вам больше скажу, вот, я от всех слышу истории, вот у меня даже мамина сторона, они из Карса, турецкого Карса, да, и все они были, вот родня вся, они все были богатыми. Я не слышал про бедных армян из Турции. Значит, смотрите, армяне неплохо жили, были приближенными к... Ну да, башковитые, как бы умные люди. Да, к, скажем, руководству османов во многом принимали участие. Но дело в том, что это история и украинцев многих в Российской империи, но в Российской империи запрещалось, например, украинский язык. По поводу языка сказать ничего не могу. Между собой они, естественно, на армянском общались. Там такой своеобразный армянский. К обучению, печати армянских книг. Книги, я вам больше скажу, многие турецкие книги. Перемещение. Многие турецкие книги печатались армянским алфавитом. Ага, даже так. То есть это немножко не то, что было с украинцами в России. Особого такого, опять же... Я так понимаю, там была ассимиляция наоборот. Вы знаете, если не было бы резни, я думаю, Турция сейчас была бы Арменией. Понятно, ладно, хорошо, пусть будет так. Так, и значит, Россия внедряется в армянскую... Скорее всего, да. Вот диаспору, образно говоря, да, которая проживает на территории Турции. Как тут, к лидерам мнений каких-то. Да, и тут Турция убивает одним выстрелом 2 зайца. То есть первое, вот вы представьте, вы якобы являетесь хозяином этой земли, да, турок, вот, а тут сосед армянин, которого ты захватил. Все, он живет лучше тебя. Плюс еще, тут, оказывается, мы в войне проигрываем. То есть ты даешь зеленый свет своему населению. Сами знаем, что основа основ всех бед – это что? Это зависть. То есть у тебя народ успокаивается, ты отвлекаешь внимание своего народа от поражения в войне, плюс как бы даешь спокойно пограбить соседа. Вот. У соседа, как всегда, и мед слаще, и жена красивее, да, образно говоря. Вот. Это российская поговорка. Ну, не суть важно, но она верна, как ни крути. А дальше, значит... Я бы не сказал. У каждого свое мнение. Каждый исходит из своего жизненного опыта, скажем так, да. Вот, мы, знаете, я, может, и не такой, но я слежу за другими и смотрю, что суть не в этом. И второй момент, то есть ты понимаешь, что слишком много позволил армянам внедриться в определенные сферы, да, и плюс избавляешься от армянского вопроса. Ну, как сейчас Израиль-палестинский вопрос решает, скажем так, раз и навсегда. Вот примерно... Это попахивает аналогией с решением еврейского вопроса когда-то, знаете? То есть ну, если так посмотреть в Германии, да, еврейский вопрос. Потому что евреи очень хорошо уже Германия рубит. Я имею в виду сама формулировка решения вопроса какого-либо народа, это не очень неправильно. Ну, к сожалению... Так, ну ладно, хорошо, допустим. Возможно, они тоже так выражались, не знаю. Да, и вот дальше. Получается одним выстрелом 2 зайца. Вот. И как это происходило? То есть, во-первых... Я думаю, кстати, россияне тоже сейчас пытаются решить украинский вопрос. Многие считают, что война именно за это идет. Нет, у меня как бы свое мнение, это потом можем поговорить. Ну, это ж мы ж про политику обещались. Да, ну, хотите поговорить? Отдельно можем поговорить. Хорошо. Да.
Вот. И в итоге, как бы, получается, 1,5 миллиона армян было вырезано. Очень много армян было погнано в Сирию. Вот. Очень многих спасли, кстати, американцы, французы. Вот. Есть даже книга «40 дней Мусада». Да, есть такое. Да. Вот. Ну, вот в итоге случилось то, что случилось. Но опять же, повторюсь. Подождите, так а где тут хотя бы на уровне спецслужб. Миф о спасении? Ну, а миф типа русские пришли... Что россияне сами внедрились и сами же раскачали проблему между армянами и турками, это я понял. Как любая империя, да. И тут прискакали, то есть доблестные как бы казачьи войска и все такое. Там чуть-чуть было, чтобы до Стамбула не дошли. Там были гарнизоны, я сейчас не могу точно сказать, в каких городах. Там Муш, Сосун, то есть это города, которые сопротивлялись, да. Вот, которые были преданы, вот, ну, грубо говоря, вот российский гарнизон, да, там, вот, и просто, ну, я знаю, что там оружие, там все, там люди, которые меня будут защищать. И, образно говоря, этот гарнизон просто, вот, узнает, что там турецкие войска подходят, он просто свинтивает. Ну хорошо, это, скажем так, одна ситуация в истории, которую вы понимаете вот так вот. Ну, я ее понимаю так. Возможно, я неверно ее понимаю. Нет, но армяне стали пророссийскими в том смысле, что они будто бы благодарны россиянам за вот эту Слушаем историю. дальше, значит. Смотрите, дальше расклад такой. Армяне, как и любой народ, который живет во многих странах, мы неоднородны. Мы очень неоднородны. То есть, как, ну, вот возьмем евреев, да, вот мы с евреями очень схожи в этом плане. Это уже ближе, да? Да, то есть еврей, который живет в Америке, и еврей, который живет в Израиле. Про неоднородность, тут все проще подойти к Украине, да, и увидеть у нас тоже ситуацию. Абсолютно да? верно. И получается как, вот, есть армяне, которые проживали там на территории Нагорного Карабаха, Арцаха, вот. Они очень пророссийские. Почему? Я не знаю, с чем это связано. Вот скажу честно, вот с чем это связано, я не знаю. Вот даже больше скажу, до 2018 года Арменией правил так называемый карабахский клан. То есть 2 президента были оттуда, вся вот, как это называется, ну, чиновничий аппарат весь практически оттуда был, да. И в Армении, по сути, был феодальный режим. Это я не утрирую, это, вот представьте себе ситуацию. Человек просто ехал по дороге и боялся обогнать иномарку с какими-нибудь крутыми номерами. Потому что с вероятностью 80% это мог оказаться сыночек кого-то. И после обгона он мог бы подъехать и обогнать тебя на ближайшем светофоре. Ну, в лучшем случае просто дать по шее. Типа, кто-то такой, чтобы меня обогнать. Если у брата президента Армении была кличка «Мистер 50%». То есть, ну, понимаете, почему было так? Это было все до Пашиняна, я так до понимаю? Пашиняна. Хорошо, но у вас, я так понимаю, премьер-министр имеет больше полномочий, чем президент. Ну да, у нас же республиканское управление. Президент у вас на данный момент пророссийский или нет? Нет. Нет. А Пашинян? Нет. Поэтому у нас и... Прибывают россияне в Армению, страбо встречают, обнимаются, кланяются. ОДКБ до сих пор вот каким-то вообще непонятным причинам. Сейчас объясняю. Смотрите, тут все очень непросто. Смотрите, вы живете в таком вакууме, да? Вот. Во-первых, дорога, которая есть в Армении, одна единственная, это военно-грузинская и Иран. То есть в любой момент стоит Армении чересчур много себе позволить, эта дорога перекрывается. Потому что тот же господин Иванашвили, который сейчас был в Грузии, да, и сейчас мы видим, как бы, что Грузия, там единственное, что кто не пророссийский, это президент Грузии, вот, но ее тоже уже давят. То есть в любой момент эта дорога может быть перекрыта. И мы эту блокаду уже в 90-х переживали. Когда у нас не было ни света, ни газа, ни дороги, и люди в прямом смысле голодали. Даже, знаете... А кто в 90-е это делал? В 90-е... Давайте я продолжу, потом об этом поговорим. И вот, получается, что если сейчас делать резкие движения,
А Армения, смотрите, что делает? Сначала мы платим России за оружие, да? Мы это оружие не получаем. Мы говорим, окей. А вы заплатили за него, да? Мы заплатили. Отлично, ребята. Вот, идем дальше. Мы говорим, окей, не делаем резких телодвижений, мы ищем новых поставщиков. Мы их находим. Сейчас все оружие Армении поступает из Индии. Кстати, неплохого качества. Из Индии через какие страны? Через Иран. Через Иран? Да. Кстати, оружие довольно-таки неплохого качества. Скажу больше, я даже больше скажу. Сейчас Индию развивают как противовес Китаю. Вот лично у меня такое мнение не складывается. Потому что даже образцы вооружения, которые поставляет Индия, очень-очень сильно напоминают образцы натовского вооружения. Очень сильно напоминают. Я думаю, эти чертежи, технологии не просто так там. В общем, не суть важно. Идем дальше. То есть представить такое, что в Армению будут приезжать рабочие гастарбайтеры, это было нонсенс, потому что вся Армения выезжала на заработки. Кто куда, кто в Европу, кто в Штаты, кто в Россию в основном, да? Вот. Ну, про Армению уже говорят, что это не страна, это офис. Офис, но это говорили, сейчас уже нет. И вот получается, сейчас в Армении очень много гастарбайтеров из Индии. Из стран, в Армении? Да. И из стран среднеазиатского региона, то есть Таджикистан, Узбекистан. Вот за счет чего Армения поднялась? Я еще раз повторяю, Пашинян очень много сделал, то есть иностранные инвестиции. Вот что мне нравится... Иностранные инвестиции идут в Армению? Абсолютно. Что мне нравится в нашем министре иностранных дел? Первое, он не делает резких телодвижений, он не делает громких заявлений, то есть, да, ну, зачем кого-то там раздражать? Даже если я... А вы понимаете, что тот факт, что Россия вас отдала Азербайджану на растерзание, условно? Не Азербайджан, а Турции. Ладно, пусть будет Турции, обобщим. Это прямое последствие такой Пашиняна, я знаю. И вы понимаете, что Россия всегда будет действовать по принципу «так не доставайся же ты никому». Так вопрос в том, что, опять же, повторяюсь, мы сейчас что делаем? Мы шаг за шагом, да, избавляемся, понимаете, без резких тел. Россия понимает, что она уходит оттуда, но потерять лицо-то не хочется. И армянская политика делает так, чтобы Россия это лицо не потеряла. Понимаете? То есть глубину политической игры. Я не понимаю, каким образом она делает, чтобы Россия не потеряла лицо. Ну, это типа вам надо интересоваться. Встретиться, обняться, поздороваться, никаких, да, как говорится, резких движений. У меня основной вопрос. Что такое политика? Насколько ваши мысли примерно хотя бы разделяют армяне другие? На 80% населения. Вот так вот, прям грубо. Ну, так и есть. На сегодняшний день. Ну, не будем тогда спорить о том, что там политика, искусство обмана, не искусство обмана. Нет, политика это не искусство обмана, это искусство использования возможностей. И искусство использования возможностей, и различные есть формулировки того, что такое политика, но 80%. Да. Вот даже, смотрите, внутренние законы. Ну, это вы так, ну, я просто... Я так не думаю. А почему так? Достала политика России? То есть все уже поняли, что... Достал. Вот мы розовые очки сняли в 2020 году. Вот с одной стороны, эта война, конечно, ужасна, когда умирают люди, да? Но с другой стороны, эта война была таким рестартом для армянского народа. То есть мы проснулись. Вот как будто вот ты в таком анабиозе, да? Вот тебе по телевизору целый день льют в уши, как ты защищен, какой у тебя мощный союзник, как у тебя все круто. Вот смотрите, никому Искандеров из ОТКБ не дали, нам дали. Вот все это дело, да, хотя, грубо говоря, кнопку от управления Искандеров нам не дали. Это так грубо говоря, да, то есть... То есть на вашей территории поставили Искандеры, управляются, которые не с вашей территории, образно говоря, да. Вот я как бы не знаю, как эта система вооружения работает. Но суть в чем? Суть в том, что люди, которые были в Армении у власти 20 с лишним лет, вот, они жрали, воровали, коррупция, да,
И заметьте такой момент, то есть, когда случилась война в 2016 году, то есть товарищ Серж Саркисян сделал легкое телодвижение в направлении Запада. Скажу больше, в направлении Франции, даже не Запада, Европы. И мы получаем 16 год. В 2016 году я сказал: господа, я когда со своими общался, я говорю, это была не война, это была разведка боем. Это плюс намек как бы Пашиняну, что заткнись, да, а Азербайджану, что, ну там же тоже в России аналитики сидят, там тоже не просто так свой хлебушек кушают, и они понимают тенденцию, куда это все может прийти. И плюс для Азербайджана первое, то есть обкатка своих войск, потому что они вкладываться начали, именно вооруженные силы, да, вот, разведка боем, работа над ошибками. То есть вот эти три цели. В 2016 году для этого и была вот эта... Ну, это все понятно. Да. В итоге мы получаем 2020 год. В итоге народ прозревает. Я даже больше скажу. Я считаю, что в 2018 год Серж Саркисян очень много свою руку приложил. Потому что это те люди, которые просто так власть бы не отдали. Саркисян бы мог тоже вот Армению в крови утопить, но он ушел сам практически. Последний вопрос на общеполитическую тему. При Союзе Ленин станет политикой в отношении Армении. Было что-то примечательное? Примечательно. Ленин отдал Арарат, отдал много территорий армянских. Ну, они, по сути, являлись как бы территорией Российской империи, по сути, да, потому что вот эта часть Армении, она в составе как бы Российской империи была. Но, с другой стороны, по сути, да, но я как армянин, мне это обидно, мои святыни... Обидно, да. Да, мои святыни отдают. Как бы я не был частью твоей империи, но это мое, по сути, когда мои предки там тысячелетиями жили. Так за Арарат войны не было? И как я буду воевать? С кем? Не, если он взял, просто отдал Турции. Как абсолютно. Да. Он, помимо того, что Арарат отдал, он еще отдал очень много золота, оружия, потому что Ататюрк сказал: товарищ Ленин, мы тоже интернационал, мы тоже коммунисты хотим стать, по крайней мере, да. По моим данным, которые я вот исторически читал, даже охрана Ататюрка были чекисты в основном. Все, понятно. Человек историей интересуется, политикой, очевидно, интересуется, имеет... Поверхностные хотя бы, по крайней мере, понимание, что происходит. Чуть глубже, чем поверхностное понимание того, что происходит. В частности, в Армении, я думаю, что вот и оказывается здесь. Парадокс. Вот что парадоксально. Абсолютно верно. Это не только для вас парадокс, это для меня тоже. Я до сих пор этого понятия не имею. Упал, очнулся гипс? Нет, я понимаю, что так говорит не первый человек. Я себя повторяю. Потому что это напрашивается. Повторяюсь. Я вчера сказал и сегодня говорю, я себя не оправдывал. Я свои действия не оправдываю ни в коем случае. Я свою вину полностью осознаю. Хорошо, давайте подумаем, попытаемся вспомнить и воспроизвести. Хронологию чего? Не хронология, это даже не хронология. Это мысли. Мысли человека, который понимает, что он пойдет на войну. Вы уже сказали о том, что вы думали, что вы будете писать бумажки. Ну да, я думал, что бегли. Но вы же понимали, что здесь происходит? Нет. Вы не похожи на человека, который... И вот самое интересное, вот честно вам скажу, вот вы будете смеяться, не знаю, не верить мне, но то, с чем я столкнулся, мягко говоря, я был шокирован. Так, подождите, в каком году вы подписали контракт? Месяц, год? 22 апреля 2024 года. Недавно. Абсолютно. Смотрите, у меня к этому времени вышло уже около, я не знаю, полутысячи интервью с такими, как вы. Ну, с какими хотите просто. Скажу так, из ваших интервью я минимум 20 видел. Вот. Но, вот смотрите, опять же... Что вы думали, что я заставляю таких, как вы, говорить? Нет, я же с вами общаюсь, я вижу как бы... Нет, я говорю на тот момент, что вы думали. Это сейчас меня не интересует. На тот момент я мог думать о разном, как бы не могу сказать что-то. Понятно. Вот. На данный момент могу сказать одно. Я вам и вчера говорил, и сегодня повторюсь. Да, это будет звучать смешно, парадоксально, как хотите. Давайте какую хотите оценку. Вот. Но я вот честно, с точки зрения логики, дать оценку своим действиям не могу. Потому что я повторюсь, я человек не глупый, я не хочу быть ложно скромным, я человек не глупый.
Ну, не дурак, по крайней мере, точно. Но почему я так поступил? Возможно, родительский инстинкт. Я вот год не видел ребенка. Возможно. Возможно, вот это меня Смотрите, я, как говорится, вот с вас не слезу. Да? Вы же понимали, да, это 24-й год. Если вы даже смотрели наши интервью или просто там заходили в несчастный там Телеграм, а в Телеграме вы находитесь, ибо мы номер вашей жены нашли через Телеграм и через чат. Да? То есть вы видели видео, вы видели убийства, вы видели страшные смерти, вы видели уничтоженные, стертые с лица земли города. Вы это все видели. И вы, руководствуясь родительским инстинктом, любовью к своему сыну, могли пойти, взять в руки оружие для того, чтобы убить другого человека? Дочки, нет. Слава Богу, как бы Бог миловал, греха на мне нету, слава Богу. Но я вот еще раз повторяю, ответить на этот вопрос я не могу. Однозначно. То, что, ну, считайте, я не знаю, бес попутал, дурак, идиот. Ну, не могу и все. Потому что, ну, логики нету в моих действиях. За отсутствием логики и как бы признания того, что отсутствует логика, я не знаю, что еще спросить. То есть я могу задавать этот вопрос еще в 10 разных интерпретациях, но все равно как бы... Под 10 разными углами, 10, но... Я ответить не смогу однозначно. Судя по всему, вы мне не ответите. Не то, что не отвечу, я не могу ответить. В том плане, что у меня нет ответа. Я бы с удовольствием ответил, я ничего не скрываю, как бы, знаете, не обеляю себя. Понял, тогда давайте перейдем непосредственно к вашему боевому пути. Призвались вы, пришли вы в военкомат, подписали контракт. Так, подписал контракт. Дальше. После этого привезли меня в Наро-Фоминск. Наро-Фоминск. Пробыв там 2 недели, получается. Вот. В этот период я и несколько человек, то есть на 2-й или 3-й день пребывания в Наро-Фоминске нас отправили в Одинцово подавать документы на российское гражданство. Так. Вот. После подачи нам сказали, в течение месяца вы получите, не волнуйтесь, получите гражданство, получите паспорт, военные билеты, вот, и только потом вы будете отправлены на боевое задание, ну, на фронт. Вот. Вот. В итоге на 12 или 13 день нас грузят в автобусы, ну, я начинаю возмущаться, как так. Ну, мне объясняют, что или я еду, или зачисляют так называемые 500-е, да, и как бы против меня уже будут приниматься другие решения, логично, другие методы. Вот. Ну, деваться некуда, грузимся, приезжаем на территорию Луганской области, вот, размещаемся на территории воинской части, которая в лесу. Там у нас было, получается, 8 или 9 дней полигона, обучения. Вот. Ну, маломальски я бы это обучением не назвал, потому что там обучать было некого. У нас рота, получается, почти на 70% состояла людей плюс 50. То есть и видно было, что эти люди вели далеко не здоровый образ жизни, скажем так. Вот, составили роту, познакомились с командиром роты, вот, товарищем Хантером. Кстати, у нас с ним одинаковый позывной был. После этого поставили боевую задачу поверхностно сначала. Вот. Ну, меня еще до этого назначили командиром отделения. Вот. У нас в роте было 6 отделений. То есть 1-й взвод, 2-й взвод, в каждом взводе по 3 отделения, по 7 человек. Вот. В итоге, после знакомства с командиром, нам закачали на телефон Альпинквест. Это карта, которая вот с точками указывает направление, в котором работает. Воды? Не, благодарю. Смотрю, тяжело. Я покурил просто. Если можно, перерыв, я покурю. Не, я вам дам сигарету, вы покурите потом, но без перерыва. Воды не надо. Вот. После этого... Это ж уже можно приравнивать к пыткам мое интервью, если я не даю перерыв, чтобы покурить? Да, это нарушение Женевских конвенций. 100%. Вы же добровольно со мной разговариваете? Давайте вот шутки. Не, ну реально, вы добровольно? Ну реально добровольно, кто меня может заставить? Вы понимаете, что это будет публиковаться? То есть все это? Да ради бога. Я просто не спросил этот вопрос. Я ничего... Месяц отсутствовал, в общем. Не, понимаете... Занимался другими делами, сейчас надо это для зрителей. Да, я так скажу. Во-первых, я за этот месяц пребывания
в воинской службе я ничего не знал особо, чтобы что-то какие-то тайны или что от меня узнать. Это раз. Во-вторых, то, что я рассказываю, это и так все знают. Понял. Да, по большому счету я нового тут вряд ли что-то услышу. Да. Но все равно. И в итоге, то есть после этого приезжаем на точку, где будем выполнять боевое задание, да. Вот. Но я без подробностей, они никому не интересны абсолютно. Вот. Ну, едем выполнять боевое задание, где нас просто укатывают и все. По сути, получается из 40 человек. Где, когда, в составе чего? В составе одной роты. Рота 44 человека. Но получается... Это все для тех, кому за рота, типа вот это вот? Ну, для тех, кому за, типа дискотека там 50 плюс там. Ну да, грубо. Да? Такая рота? Ну хорошо, да, 44 человека. Ну да. На чем едете? На БМП. На чем вас везут? На БМП. На БМП. Спереди едет Какое танк. направление? Луганское направление. Там, смотрите, конкретно как называется это место, я не знаю. Там был лес Попова. От леса Попова мы двинулись как бы. Лес Попова. Да, это Луганская область. Какое у вас вообще подразделение, если уже так говорить? Подразделение это 12-й танковый полк был. Вот. Ну, мы штурмовики. Да. Космодесантные. Ну, окей, ну. И, в общем, вас привезли. Долго вас везли? 6 часов, потом еще 1,5 часа, потом еще полчаса. Итого 3 точки было. Конечная точка была лес Попова. Как назывались первые 2 точки, понятия не имею. Вот. И от леса Попова уже на следующий день, в 1:30 дня, мы двинулись выполнять боевое задание. Так. Суть боевого задания мы в 1 дня... Что там? Кровить. А? Рано Кровить? Если нереально уже еще 5 минут договорить, то... В 1 дня выезжаем, в 1:30, ну, в 1:15 это доезжаем, именно наше отделение. Вот. Доезжаем, танк подрывается на мине, мы спрыгиваем с БМП, попадаем в огневой мешок, по сути, на месте, где нам говорили, что ваших войск нету. Типа аэроразведка подтвердила, что там ваших нету. Попадаем в огневой мешок. Слева-справа у нас мины, сверху-снизу ваши солдаты. Вот. И начинают нас убивать. Ну, логично. Всех убили? Ну, насколько я знаю, один только я. Из 44 человек? По сути, А можно подробнее вот эту вот ситуацию? Как? Ну, ситуация такая, вот наше отделение, мы спрыгиваем, да, то есть я понимаю, что по правому флангу по нам начинают работать. То есть нижней части посадки. Вот. Я говорю, давайте наверх, потому что командир взвода, он, ну, я не знаю, то ли испугался, то ли что, вел себя очень, мягко говоря, неактивно. Мы идем наверх. Ну, в смысле неактивно? Он прыгнул в окоп и сидел там? Или что? Окопа не было, он ко мне приезжал. Вы же понимаете, что мы с вами сейчас делаем? Мы пишем сценарий для какого-то крутого фильма. И сценаристу нужно понять, где кто с какой стороны находился, кто куда убежал, кто там, я не смотрите, знаю, суть в чем? боялся, в чем это проявлялся, его страх. Страх человека в чем проявляется? Он к тебе прижимается, то есть ты орешь людям, разбежались, то есть рассредоточили, да, люди наоборот начинают собираться в кучу. То есть вот этот страх, инстинкт, да, вот первобытный инстинкт, жаться друг к другу. Конкретно командир взвода прижимается ко мне, я говорю, отойди от меня, начинай командовать. Вот, говорю, веди за собой. Я командир взвода, куда я поведу, типа, ты что? Я говорю, дай тогда я ору, короче, пацаны наверх. А куда же вы их вести хотели? Там, по сути, сверху дорога. Ага. Вот. Задача ставилась так, дорога очень важна, дорогу надо перекрыть. Для чего перекрыть? Для того, чтобы обеспечить прорыв, это нам, ну, по крайней мере, мне так объяснили. Проход нашей первой танковой армии.
И тут у меня возникал вопрос, то ли я чего-то не понимаю, то ли генеральный штаб верит в нашу дискотеку плюс 50 больше, чем мы сами в себя верим. Потому что все мы понимаем, что операция с участием танковых армий – это уровень генерального штаба, это не на месте как бы решается. Вот. А вы не понимаете того факта, что если вы не прошли 50+, за вами пройдут другие 50+, 40+. Короче, не суть важно. Суть важно, что тактика заключается в том, чтобы завалить мясом. Я вам больше скажу, чтобы понимать мои слова, за день до этого, вот если был мой телефон, я записал видео, где я уже со всеми попрощался. У меня было понимание полностью, что происходит, куда, зачем. В конце видео просьба была, кто найдет телефон, это видео отправить моим родным. Понимание было полностью. Я еще раз повторю, я понимаю и знаю больше, чем говорю. Понимаю. Как погибли эти люди вокруг вас? Вы это помните? Честно, сам я в шоковом состоянии был. Вот, я помню, как происходило, когда ребята, грубо говоря, куда-то исчезли. Я ору, давайте к танку подбитому. Думаю, хотя бы там рядом с танком какую-то круговую оборону получится создать, да, как бы. Но увидев моральное состояние людей, я понял, что они воевать не будут. За что? Хорошо. Какие разговоры я не знаю, слово расположение части, в блиндажах, там, где лагерь у вас разбит, там, где вы ожидаете. Между вами идут разговоры. Вам по 50 с лишним лет, да, пусть даже по 40 с лишним лет, по 30 с лишним. Это уже все взрослые люди. Нет, возраст – это не говорит о зрелости человека. Ну, поймите. Больше шансов, что зрелый человек в 50, чем в 20, скажем так. Хотя бывает по-разному, понятно. Абсолютно верно. Суть в том, что каждый ну, скажу так, вот, передо мной сидит человек, который всю жизнь, образно говоря, пил. Так. А тут, я не знаю почему, решил пойти на фронт. И он меня пытается убедить в том, что он патриот. Он меня пытается убедить, хотя я вижу, кто передо мной сидит, я с ним даже не разговариваю, не спорю, потому что смысла нету. Понимаете, я понял, что это человек за деньги. Это человек, который может быть в жизни там 50 тысяч рублей одновременно, как бы у него в руках даже не было. А тут ему предлагают суммы, которые для него астрономические. 200 тысяч. Это опять же мое субъективное мнение. Я не утверждаю, что это так и есть. Да, это мое субъективное мнение, где-то, может, отдающее пафосом. Нет, это так и есть на самом деле. Так, и суть в том, что говорить там особо, лично мне говорить особо не с кем и было. Ну, все равно же какое-то же общение между вами происходило. Ну, на рабочие темы, скажем так, не более. То есть вы в какие-то минимально приятельские отношения не входите там вообще? Я сейчас скажу, это потом вырежете. Зачем? У нас можно, у нас присутствует, можно как угодно выражаться, в общем. Нет, я матом не хочу выражаться, я имею в виду... А если других слов нет, можно. Иногда такое бывает. Не, просто я не хотел бы, чтобы это попало на видео. То, что я сейчас скажу. Критик, обрежешь, пожалуйста, то, что он скажет. Это мой монтажер наш. Хорошо, я вам доверяю. Да. Грубо говоря... Это секретная информация. Вам она не нужна, так что вот так вот. Это секретная информация. Вам она не нужна, так что вот так вот. Понимаете? И что вы тут такого сказали? Не, я вот ни о чем не с ними. Ни о чем. Вот даже сейчас я с ними сижу. Понятно. Понятно. То есть я их разговоры слушаю, я за голову держу, думаю, блядь, ради чего эти люди живут вообще, жили. Я бы, конечно, вашему мнению бы посочувствовал бы, и проникся бы им даже, если бы мы с вами сейчас разговаривали бы в другой атмосфере. Согласен. Вот если бы были бы там каким-то армянским деятелем, не знаю, публичным, политическим, информационным, журналистом, кем угодно, активистом. Все возможно. И мы с вами говорили бы по скайпу сейчас, и вы бы мне это сказали. Я бы сказал, о да, конечно. Ну, все возможно, понимаю, Владимир, все возможно. Но вы с ними были и в окопах, и здесь.
фактически в одном статусе. Я понял. Вы не объясните, как это произошло. Да. Все это я все понял. Остается, кажется, один этап, который невозможно упустить, и переходим к звонку. Как попали в плен? Понимаю, что все. Кранты, я выхожу из леса, подхожу к танку, за мной слышу, как бы, товарищ, поворачиваюсь, опер позывной, вот, киргиз по национальности, он за мной идет. Подходим к танку, садимся на гусеницу эту порванную. Микрофон. Да, просто да, не надо его касаться. Порванную на гусеницу садимся, сигареты есть. И говорит, давай. Закуриваем, тут подлетает дрон, ну, камикадзе наши его назвали, не знаю. А с остальными вашими что? Не знаю. Непонятно. Ну, умерли. То, что не живые. Ну, вы видели тела? Одного, да. Вот. А живых вокруг кого-то, кроме вот этого вашего собеседника? Нет, я по рациям слышал, у меня 2 рации, когда я валялся, я 6 часов валялся, притворялся мертвым. Я по рации слышал, как убивают остальных, то есть первый взвод, вот это все. Вот. Я вот беру у него сигарету, закуриваем, тут подлетает дрон, где-то метров 15 зависает, я понимаю, что все. Вот. Встаю, и, честно говоря, у самого тоже такая апатия. То есть встаю, показываю сигарету, типа дай докурить. Ну, знаете, врага надо уважать, скажем так. Это правильно. Молодец, пацан, дал докурить. Ну, не знаю, ну там скорее пацан, потому что молодежь в основном рулит этими дронами. Вот. Я встал, отхожу, докуриваю. Ну, скорее всего, опер прожил дольше. Вот. Бросаю бычок, я даже не заметил, как он в меня влетел сзади. Ну, тоже странно, потому что, наверное, решили реально в плен взять, потому что он мог в голову влететь. То есть, он мне под ноги. Я падаю, ну, думаю, слава богу, сейчас вытеку. Хорошая смерть, потому что особо сильной боли нет, адреналиновый уровень был очень высокий. Страха не было. Вот самое парадоксальное, я никогда себя не считал особо смелым человеком, да, но не было и смирения с судьбой, было полное равнодушие ко всему. Вот. Просто лежу, думаю, ну, слава богу, сейчас вытеку даже. То есть у меня все было при себе, и медицина хорошая, все, мог и перевязаться, и все, но не стал ничего делать. Лежу минут 5-7, чувствую, ноги не имеют. Думаю, блин, не повезло, даже сдохнуть не получится спокойно. Вот. Но думаю, ладно, ни фапан колоть не буду, это обезбол наш. Потому что там побочка у него, рвота и все такое. Вот. И думаю, сейчас темнеет, поползу к нашим. До этого леса, вот, по дороге, которой ехали, вот, как раз по следу траков, поползу к нашим. Это я потом узнал, что на допросах, что 6 часов как бы пробыл. И в один момент я, наверное, заснул. Потому что я издалека слышу голос: «Дурилка, вставай, Дурилка, вставай». Я голову поворачиваю, смотрю, ваш боец, ориентировочно мой ровесник. Вот. Мой ровесник и такой, знаете, уже уставший от войны, психологически видно уже постсиндром, то есть вот это все, я понимаю, у меня первая мысль была, когда я на глаза его посмотрел, а он от меня где-то метров от 3 до 5 примерно. Ну все, мне хана. Сейчас, резать будет, короче, грубо говоря. А у него в руке... А миф этот о том, что украинцы режут, там всякие вот эти части тела ходят? Ну, да? Это мифов очень много. Вот пены, насилие. Правильно. Так вы верили в это? Были моменты, где я верил, были моменты, где нет. Потому что это война, люди разные бывают. Понимаете? То есть есть и нормальные, и... Ну, вот смотрите, у меня в отделении, да, все нормальные, один придурок. Хотя я этого придурка предупредил, что будешь себя вести так с пленными или что, я тебя сам застрелю. То есть человек все уже в твоей власти, зачем ему мучить? Вы брали в плен? Нет. У вас были пленные? Нет. А с чего вы взяли, что он так себя должен вести с пленными? А потому что он заранее купил такой свинорез и рассказывал, что он с ними будет делать, с пленными. Он 200-й? Да, он 200-й. Как он погиб? Он первый и погиб. Раз, то, что я рассказывал. Да я говорю, вот это что вы говорите? Да, закон кармы, то, что я рассказывал. Кстати, вот я лично его труп я видел. Потому что ваши ребята его в блиндаж затащили до меня. Он, походу, тяжелый, 300-й был, очень тяжелый. А мы думали, он 200. Вот. И пока они его тащили в блиндаж, он умер.
Хотя вот труп аккуратно был уложен, укрыт вот по-человечески все. Тут уже не складуха у меня получается, и я думаю у всех. Потому что тут вы рассказываете о том, что ничего не видели, то есть были Нет, в шоке. я видел только его труп именно в блиндаже у ваших ребят. Наши начали ваши трупы сносить себе в блиндаж? Один, и он не труп был. Он мне вот этот мужик, который меня прилетел, да, он сказал, он живой был, когда мы их еще утащили. То есть он первый полег в бою, но не погиб? Получается так, да. Ну, вот. не надо понимать. Ну, тяжелый 300 был, а мы думали, что он 200. Скажем. Но он счастливый был в эти последние моменты своей жизни. Ну, не знаю, он автомат скидывает, Аллах Акбар орет, начинает стрелять, в ответку стреляют, и на голос, походу. Вот он, я посчитал его 200, потому что там раны такие были. И двое, которые рядом с ним, были 300. То есть он еще и лежал, когда его шли и забирал, он еще отстреливался, да? Нет, он уже был, как бы, пацаны вот ваши рассказывали, мужчины, которые его забирали. Говорит, он без сознания был, но видим, что живой. Когда, говорит, мы его в блиндаж, откачать пытались, там, прям взять. Вот, и там он умер в блиндаже. А где же он Аллах Акбар кричал? Когда стрелял. В самом начале? В самом Еще начале. до того, как его затрясали? Так точно. Вот все такой прям, да, вот этот вот боевой. Ну, Это просто, опять-таки, я вполне уважаю все религии, хотя сам вообще не религиозный человек. Но я почему-то не слышал от вот правоверных мусульман, что это хорошо идти на чужую землю кого-то убивать. ну, смотрите. Тем более за цели не твои вообще. Вообще, как бы, религия, знаете, такая очень тонкая материя, скажем так, о которой я сейчас не буду говорить, хотя в теологии я увлекался, я понимаю, как бы, о чем суть речь. Я понимаю. Поэтому, да, я понимаю, что все, что угодно можно перекрутить. Абсолютно Это верно. понятно. Да. И перестроить. Есть Вот. разные толки. Ну, ладно, давайте не об этом. Мне Дальше, просто было важно донести до зрителя, да, потому что нас смотрит очень большое количество зрителей, что вот этот герой с огромным мачете, который приехал, по вашим словам, уже заранее купил этот мачете, да, или что это было? Ну, ножик такой. Нож большой, сантиметров да. 30. Который утверждал, что он этим ножиком будет что-то там резать украинцам. Да, вот я ему сказал, не дай бог, я тебя сам и завалю. Да, сдох как пес. Так и получается. Все. Закон кармы, от этого никуда не денешься. И, кстати, получается, сдох первый. Ну, Еще и первый. Ну, это несущественно. Вот. Не, он сдох как раз-таки, наверное, и не первый. Он первый и затрехсотился. Один из первых. Ну, а раз его еще и пытались откачать, Да, потому что то сдох он как раз-таки последний. я больше скажу. Но это тоже хорошо. Потому что у него было время подумать над жизнью. Пока он... Возможно. Или бы он просто в отключке был. Да, либо он просто был в отключке. Возможно. Ну, как говорится, всем судья Всевышний, как бы я Да, но возможно в последние секунды своей жизни, если он пришел в себя, он вспомнил про свой нож. не могу сказать. И что тут его пытаются откачать. Я ему не судья. Да не, ему никто не судит, тем более влезть ему в голову никто не может. Я говорю, возможно. Возможно, все Да, возможно. Я себе представляю Все просто, возможно. как это должно было бы быть по справедливости вообще. Да? Чтобы человек возможно. хоть перед смертью понял, что он творил вообще. Ну, а где делся этот, который с вами был второй, с которым вы вот это сели покурить? Но он, походу, вот меня вот дрон, когда влетел, я падаю вот лицом вниз. Ну, получается, 6 часов, я говорю, повторяю, я притворялся мертвым. Да не, я понял. А он, ну, все, он в плен не попал с вами? Нет, я единственный. Понял. Ну, значит... Ну да, поэтому я и предполагаю, что все 200... Понятно. Вы понимаете, что вы фактически, будучи армянином с украинским гражданством, все хорошо понимающим, вы фактически стали на сторону оккупанта? Де-факто нет, де-юра да. А почему де-факто нет? Потому что мои внутренние взгляды на жизнь, мое отношение к жизни и... Ну, это уже, повторюсь, это уже лирика, которая не интересует никого абсолютно. Де-факто, да, я понимаю, что это так и есть. Так это и де-факто, и де-юре. Вернее, пардон, де-юре я так и есть. Де-факто это мой внутренний мир, и это никого как бы уже не касается. То какой-то де-субъекта, о чем вы говорите. Де-факто это вот, сверху вниз. Вот я смотрю, да, вот человек, украинское гражданство, да?
Армянин, да? Из России? Автомат взял, пришел? Пусть будет Фактом? так. Пусть будет так. Спорить уже смысла нет, на самом деле. Я тоже не хочу спорить. Звоним вашей супруге. Тут просто... Вот интересные эти россияне. Они мне пишут, отвечают, кому звонить, кому не звонить. Половина уже успела ответить и поудалять сообщения. Да. То есть сначала ответили, что окей, потом сообщили, ну, я смотрю, за день, короче, уже сообщение. Это кошмар, просто кошмар какой-то. Перепуганные, просто перепуганные, и все. Даже, не хочу даже об этом говорить. Господи. По WhatsApp звоните? Да, по WhatsApp, потому что... Здравствуйте, Владимир. Так, добрый день. Меня зовут, ну, да, вы уже знаете, что меня зовут Владимир. Вас как звать? Карина. Карина, с мужем будете говорить? Да. Разговор под записи для публикации у нас. Предупредил, передаю трубку. Привет, мой родной, привет, мое счастье. Как ты? Нормально, Кар, нормально. Все хорошо. Артурчик, ты как себя чувствуешь? Супер, все хорошо. Мой родной. Вы как? Ничего. Мама? Хорошо. Мама нормально? Все хорошо, не переживай, пожалуйста. Артур, а почему ты... Что с тобой? Почему? У тебя боль в глазах? Все нормально. Эмоции? Родной, я тебя очень сильно люблю. Ты слышишь меня? Я тебя безумно люблю. И я сделала уже все, чтобы тебя вернуть. Ты слышишь? Везде пошла. Везде. Ты признан, официально признан военнопленным. Все понятно, ладно. Нормально все у вас? Да. Артур, у тебя нога как? Нога? Ты мне скажи. Нормально, все в рамках Женевской конвенции, все супер. Нормально, хорошо кормят, медицина, все супер, так что не волнуйтесь. Все хорошо. Артур, почему ты разговариваешь как-то странно? Что с тобой? Карин, я же не на курорте. Эмоционально просто, эмоции. Не обращай внимания. Слушай, а тебя кормят? А кормят вас там? Кормят 3 раза в день. 2 раза с мясом, вечером рыбой обязательно. Так что не волнуйтесь, все нормально. Серьезно говорю, вот ребенком клянусь, я не вру, все дословно. Вот. И кормят хорошо. Я говорю, все в рамках Женевской конвенции, то есть никаких ни морального давления, ни физического, все супер. Вот, так что... Ой, дай Бог. Спасибо большое. Владимир, спасибо вам большое. Я знаю, что вы в ответ мне такое не скажете. Я хочу поблагодарить тех бойцов, которые спасли жизнь моему мужу, которые спасли не только ему, но и мне. Все, ладно. Ваша жена, очевидно, смотрела все-таки наше уже интервью после вашего попадания. Все, Карин, ладно, давай. Всем привет передавай, всех люблю, целую, на днях вы уже подождите, позвоню. вы же не спешите. Куда вы спешите? Карин, мужу ваш, значит, ему предоставили помощь, да? Но давайте будем откровенны. Никто тут суперопераций никаких делать не будет. А повреждение ног у него довольно серьезное. И то, что он так себя сейчас чувствует, это говорит о том, что да, у него продолжают болеть ноги. То есть ему предоставляют помощь, но они не проходят за 1 секунду, за 1 день они у него не пройдут. Ему предоставляют помощь, но они еще болят у него ноги. Плюс психологическое состояние у человека, который не может мне объяснить вообще, что он здесь делает. Вот вы мне можете объяснить, что он здесь делает? Он пошел делать гражданство. Это он мне рассказывал. Пошел делать гражданство. Да, и перед ним поставили, вот, хочешь гражданство, вот, иди. Как вы сейчас относитесь к такому решению? Я отношусь вообще к войне, к любой, отрицательно. Негативно она относится изначально. Отрицательно. Я его туда не посылала. И он не хотел туда. Просто у него выхода не было. Ему нужно было гражданство делать. Вы понимаете? По поводу выхода не было, я все-таки вам задам еще один вопрос. Если бы вы знали наперед, вот что здесь происходит, ну как, вы и так вроде бы знали наперед. Если бы у вас был момент сейчас сесть подумать, да, вернуть вот это вот, отмотать назад, да, он еще раз пошел бы? Нет.
Так, а не вы, пойдет. вот видите, а вы говорите, выхода нет. Значит, выход есть, был выход? Выход всегда есть, но опять же, в Нет, любой нет, момент... тогда он не мог не устроиться на работу, ничего. Смотрите, в любой Вообще, момент... вот просто Карин, перед ним подожди все закрыто секунду. было, понимаете? Карин. И уехать мы не могли домой. Карин, подожди секунду. Смотрите, понятие ошибки, оно отсутствует как факт. Потому что в любой период времени мы поступаем так, как позволяют наши ресурсы и наши интеллектуальные способности. Потом мы можем осознавать, что да, мы поступили неправильно, но в данный промежуток времени, в котором мы приняли... Да, все правильно, я все понимаю. Я же поэтому и задаю этот вопрос. Вот знали бы вы все, могли бы выдохнуть, успокоиться, вернуться на то время назад. Вы бы еще раз бы поступили бы так? Нет, есть хорошая поговорка. Знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Да, но Карина-то говорит, что в любом случае вы бы так бы сделали бы, потому что вы не могли на работу устроиться. Карина женщина эмоциональная, у меня все нормально. Нет, я не говорю, что он сделал бы, если бы он знал, что так будет. Нет, У меня Владимир, супруга он даже бы не не знала, сделал что я этого. иду контракт подписывать. Так что давайте... Он не если сделал можно, бы этого, супруга не понимаете? будет. Ему вообще говорили совсем другое, что он там где-то будет сидеть сзади, где-то, ну как всегда. Хорошо, а вы занимались вот ремонтами, да? У вас возможности ремонтами заниматься не стало без военных? Уже нет, уже начали везде документы, вот это все давить начали. Уже официально. Зажимать начали, да? Понятно. Владимир, давайте на этом закончим. Владимир, можно у вас спросить, пожалуйста? Да. Скажите, пожалуйста, насколько серьезно у него нога, насколько там что? Будет жить, до свадьбы заживет. Все нормально, не парься. Он же женат. Нет. Это фигуральное выражение. Это так просто говорят. Да не, ну нормально, ходит, ну будет бегать еще. Все нормально. Время надо, что вы хотите. Что вы думаете, что такое повреждение? Ну расскажите жене просто, может она не понимает, ну какие вы получили увечья? У меня благо не в правую, где железо, а в левую ногу дрон камикадзе влетел. Понимаете, что такое дрон камикадзе в ногу влетел? Я в курсе. Ну вот, там у меня получается осколки снизу стопы, оторван кусок мяса под коленом, кусок мяса, где ахилловое сухожилие, повыше. Ну, в общей сложности там дырок 20-25, вот так вот. Вот, из которых 2 крупные. Короче, это ерунда, все это лирика. Вы, главное, держитесь, не нервничайте, все будет. Не, просто ей надо было объяснить, что такая вещь за один день не заживает. Она думает, что вас тут режут, но нас никто не режет. Я знаю, нога в такое ранение заживает где-то 4-5 месяцев. Смотри, сейчас попозже, мы когда уже созвонимся по другому телефону, я скажу, как по ссылке, что там, медикаменты нужны будет, как бы все нормально. Вот. Можно пару слов на армянском? Недолго. Нет, 2 предложения. Բանարա, մեկ էլ հաշիվը ստուգեք, փող գալիս է, թե չէ, աշխատավարձս պետք է գա ամեն ամիս, ստուգեք։ Артур, есть планы, Мария. Сегодня должна. Ну, я посмотрю. Все, давай. Ладненько, всех целую, обнимаю. Вы, главное, еще раз повторю, не нервничайте. Мама, папа, пусть никто не нервничает. Все, я глупость совершил, я за свою глупость как бы отвечаю. Все супер. Понятно? Мой золотой, я тебя очень люблю. Ты слышишь меня? Знаю, все. Я не переставаю молюсь за тебя, родной мой. Все хорошо. Все, давай. Я тебя слышу. Все, давай. У нас тут церковь, мы тоже молимся. Ты позвонишь, сейчас позвонишь, да? Не сейчас. На днях, вот, скорее всего, выходные, там звонки будут уже у нас. Можно будет позвонить. Все. Владимиру, кстати, спасибо. Я номера телефона не было, он у меня появился. Все, солнышко, давай, целую, обнимаю. Мой номер, наконец-то выучи мой номер. Все, с ребенком тоже созвонитесь. Да он уже записал номер. Да, скажите, что все хорошо. Говори, все, давай, пока. В чатах вчера искали ваш номер. А? В чатах вчера ваш номер искали, ходили в армянском. Да, знаю. Да, спасибо. Владимир, спасибо вам огромное. Ладно, я же не знаю, что вам сказать. Все, забирайте мужа из плена. До свидания. Все. Ну,
Если вы ничего больше не хотите добавить, то все. Под камеру нет. Под камеру нет. Без камеры можем пообщаться. Без камеры вы мне уже вчера все сказали, поэтому я и особо Тогда не настаиваю. Ладно, все, идите. Идите, потому что у вас там нога. сигареты много? Да, да.